Всем привет! Я концертирующий пианист Тимофей Казанцев, а еще я преподаватель. И сегодня мы начнем разбирать один из самых любимых моих циклов фортепианных «Времена года» Чайковского. В отличие от детского альбома, который мы тоже начали разбирать, это цикл гораздо более серьезный и технически сложный, и образно. Это цикл, который постоянно находится у меня в репертуаре. Я все время держу в руках несколько пьес, а раз в 2 года, наверное, я выношу этот цикл полностью в рамках какой-нибудь программы. Эти пьесы уже несколько раз разбирали, переразбирали. Есть замечательный цикл разборов от моего профессора Мэри Лебензон. Но мне бы хотелось тоже сделать свой. Во-первых, потому что я сел с карандашом и сделал свою исполнительскую редакцию, которую вы можете скачать, подписавшись на меня на платформах Boosty или Patreon. Эти редакции — это слепок моего осознания и понимания этих пьес на сегодняшний день. Как правило, когда я готовлю весь цикл целиком, я еще раз возвращаюсь к каждой пьесе, обдумываю еще раз концепцию всего цикла и каждой пьесы в отдельности, нахожу что-то новое. Вот это слепок последней версии, которая будет публиковаться вместе с разборами. Сейчас вы можете зайти на мой основной YouTube-канал. В правом углу появится ссылка на видео с первым номером «Январь» у Камелька. И точно так же будут публиковаться все остальные пьесы из этого цикла. Всего в цикле 12 пьес, по одной пьесе на каждый месяц. Начинается все с января и заканчивается декабрем. И в отличие от детского альбома, основной характеристикой пьес здесь служит не жанр, а скорее картина или метафора. В отличие от детского альбома, все пьесы здесь написаны в одной форме, в сложной трехчастной форме. За исключением, пожалуй, одной, «Февраля Масленицы», которая имеет очень много признаков ронда. Здесь есть яркий рефрен, который повторяется 3 раза. Здесь есть 2 эпизода. Но все-таки я бы считал «Февраль» также пьесой, написанной в сложной трехчастной форме, потому что по-настоящему контрастный эпизод только один, второй. И можно было бы расценивать первый рефрен, первый эпизод и второй рефрен как законченную малую трехчастную форму, как первую часть. Контрастную в середине. Середина здесь достаточно развернутая, гораздо более развернутая, чем первый эпизод. Первый эпизод длится всего страницу. И все дело завершается последним рефреном с небольшой кодой. То есть в этих пьесах Чайковский берет самую любимую его модель миниатюры, сложную трехчастную форму, в которой он может показать контраст сущностный. Какие-то персонажи или явления противопоставляются другим персонажам и явлениям. Точно так же контраст действия. Какие-то действия определенных персонажей противопоставляются другим их действиям. Давайте я тут нарисую. Каждая пьеса развивается так. Проходит экспозиция главных персонажей, это большая часть А, в которой мы узнаем персонажа или явление, потом узнаем их в какой-то другой ситуации. Очень часто повторяется первый раздел этой части, потом большой раздел Б, который представляет нам контрастное явление, контрастную тему. Тут тоже есть варианты, бывает так, что здесь 2 разных эпизода, бывает, что тут 3 эпизода, как в малой трехчастной форме, в простой трехчастной. И потом в конце повторяется основная тема, часто она повторяется полностью, и, как правило, в конце появляется еще достаточно развернутая кода. То есть Чайковский выбрал форму повествования, которую он наполняет разными образами и историями. Как я сказал, каждая пьеса — это либо картина, либо метафора, либо и то, и другое. По сложности эти пьесы почти все одинаковые. Медленные, пожалуй, немножко полегче — это «Март», песня «Жаворонка», «Апрель», «Подснежник» и «Октябрь», осенняя песня. И есть еще 2 пьесы, которые немного сложнее за счет середины. Это «Май», «Белые ночи». Там середина не очень сложная, но все-таки немного неудобная.
И июнь Баркарола. Здесь в середине сложные всего пару тактов, но они на самом деле сложные, мне приходится каждый раз их выучивать. Вот эти такты. Я бы сказал так, хорошие концертные пьесы, которые не стыдно сыграть и на концерте, и на конкурсе. Да, в принципе, и медленные тоже не стыдно сыграть. Все здесь написано по-взрослому. Перейдем к первой пьесе из цикла «Январь» у Камелька. Она как будто бы играет роль одновременно и увертюры, и первой сцены в опере. С самых первых нот мы попадаем в контекст домашнего очага, уюта. И мелодия тоже должна получиться очень теплая. Как будто бы вся семья закрылась в одной маленькой комнатке, в которой тепло. И контрастом, большим контрастом между двумя большими частями здесь будет именно теплота и холод, как будто бы разделенные оконным стеклом. Послушайте переход от первой части, теплой, каминной, к середине. Несмотря на то, что тут был до мажор, с первого аккорда уже чувствуется холод, прозрачность, безжизненность. И я думаю, что большой контраст образный, он между человеческим и природным. Есть мир человеческий, который окружил себя уютом, теплом, и есть мир природный, в котором человеку не рады. Не то чтобы даже не рады, просто она существует сама по себе. Это долгий зимний холод, голод, ветренность. И главный инструмент, чтобы показать эту разницу, мне кажется, это педаль. В крайних частях педали очень мало, потому что нам нужно показать человеческие интонации и теплоту гармонии. Большая часть педали, которую я тут беру, это техническая, чтобы соединить этот до диез и этот до диез, чтобы соединить мелодию здесь. Но однако есть немножко педали, которая также играет творческую задачу. Вот, допустим, здесь. Педаль подчеркивает септаккорд, который решается в ля мажор. Подчеркивает септаккорд, который разрешается в си минор. То же самое, диссонанс. Нужно найти произношение для первых нот. На это придется потратить много времени, для того, чтобы научить свою руку начинать очень тихо и тепло. Вся правая часть правой руки должна быть, с одной стороны, тяжелой, для того, чтобы быть гораздо громче всех остальных нот в фактуре. А с другой стороны, не быть тяжеловесной. То есть она должна быть ясной и в то же время мягкой. И также придется поискать баланс
между темпом и агогикой. Сейчас для того, чтобы показывать, я играл несколько медленнее, несколько более свободно. И я думаю, это хороший способ, чтобы найти все возможные агогические изменения в музыке Чайковского. Мы сначала ищем интонации, ищем, как их лучше всего произнести, где у них точки притяжения, где у них небольшие остановки, что требует больше времени. Иногда Чайковский сам пишет. Для начала я бы не боялся играть эту музыку очень приторно. Просто пытаться найти вкус каждой интонации, каждой фразы. А потом, когда вы уже нашли все возможные способы самовыражения, тогда можно немножечко сузить этот темповый агогический диапазон и попытаться дать всей пьесе одно движение. Вот здесь, мне кажется, все-таки движение относительно подвижное. Moderato, simplissimo, espressivo. Подвижно, просто, но выразительно. Собственно говоря, это самое лучшее определение тому, как должен вести себя темп в музыке Чайковского в принципе. Здесь стоит получить отдельно эту мелодию, чтобы она хорошо перетекала между руками. И поскольку мелодия располагается в теноре, в достаточно низком голосе, тут можно себе позволить чуть-чуть больше веса. Обратите внимание на разницу между этой си и си, которая появляется в гармонии. Они звучат совершенно по-разному, и вторая почти не слышна, для того, чтобы дать пространство для мелодии, для ноты ля. Я обнаружил, что я забыл включить камеру с педалью. Поэтому, чтобы показать педаль в действии, я сыграю первый период еще разок. Второй период не контрастен в плане персонажей, мы все еще находимся в кругу семьи, но что-то произошло. Их поведение поменялось. Мне кажется, что здесь как будто бы пробрался в эту комнату ветерок снаружи, или распахнулось окно, или кто-то зашел в дверь и потянуло вот этим морозным воздухом, и сразу все стали искать пледы, чтобы себя укутать, как-то вернуть этот покой. Причем эти хлопоты становятся достаточно экспрессивными. Если это сначала звучит достаточно спокойно, то потом явно беспокойство становится все больше и больше и больше. Ну как же, ты же замерзнешь, ты же заболеешь, ты же не переживешь эту зиму. Тут в эпиграфе стоит Пушкин: «И мирный неги уголок, ночь сумраком одела, в камине гаснет огонек, и свечка нагорела». Может быть, тут есть какой-то образ и няни, которая заботится о своем подопечном. В любом случае, это очень хороший повод поговорить об оркестровом звучании в этих пьесах.
Оно, безусловно, есть очень во многих местах, во многих пьесах. Пьесы сами просят интерпретировать некоторые ноты или фразы, или гармонии, как будто бы сыграны оркестровыми инструментами. Вообще любую из этих пьес можно оркестровать для оркестра, и этим занимаются. Римский Корсаков в своем учебнике по оркестровке использовал многие пьесы как примеры для упражнений по оркестровке. И вот здесь, допустим, я слышу это какие-то медные звуки. Как минимум вот этот вот голос, который сидит посередине. Ми, ми, ля, соль, он звучит по-настоящему как валторный, и диапазон у него валторновый. Все остальное гораздо более приветливое. Я бы сказал, что это струнная группа. Вот этот вот бас, на который я сейчас тоже нарисовал отдельную педаль, пожалуй, это контрабас, и, возможно, это контрабас пицциката. Вся фактура — это струнные, а солист в этой группе — это валторна. В этих гармониях уже подключается больше медных духовых. И дальше струнная группа. Почему мне это кажется важным? Потому что процесс называния мелодических линий, голосов какими-то оркестровыми инструментами дает характер звука, а характер звука показывает персонажа и историю. Здесь вот этот валторновый голос, мне кажется, таким послом холода, который активизирует жизнь в этой маленькой теплой комнате, который заставляет людей действовать и показывать эмоции. Потом, когда все успокоилось, все возвращается к теплоте и уюту. Вот эти два такта в первый раз, мне кажется, они должны звучать немного с большей негой. Пусть тут стоит форте, но все-таки это форте нежное. Нежное, теплое, как бокал глинтвейна, которым никак не можешь напиться, и хочется все время выпить еще один глоточек. То вот во второй раз можно даже попробовать поиграть. Я часто это делаю. Не всегда по настроению. Иногда я также играю с негой, а иногда это как идея: а давайте пойдем покатаемся на санках или пойдем покатаемся на лыжах. Чтобы сделать такое сопоставление. Или можно опять-таки изнежиться и вдруг встретить зиму. Как я уже говорил, основной контраст здесь должен быть в педали. Вот прямо сейчас, в варианте нежном, педаль держалась до самого конца, и потом я ее снял. Но, честно говоря, мне гораздо больше нравится сопоставлять ясный звук и большой и холодный, прозрачный.
для этого мне нужна педаль. Я бы все-таки рекомендовал между частями педаль снять, поставить барьер. И на нажатой педали начать среднюю часть. Что же у нас происходит в середине? В середине темп очень свободный и гораздо медленнее. Звенящая пустота должна быть. Почувствуйте этот септаккорд. А здесь, чтобы все-таки показать метр такта, очень важно, во-первых, да, посмотреть на то, какая рука какие ноты играет, а во-вторых, дать импульс на первую ноту второй доли. Это организует движение внутри такта. Просто обопритесь на первый палец в левой руке. Как будто бы ветерок пробежал. И дальше арпеджио уже другого рода. Не ветреные, а скорее влажные. Как будто бы природа сама просыпается, мечтает о весне. Я снимаю левую педаль, нажимаю правую. Здесь со стороны работы рук, здесь важно просто найти движение в мелодии. И не прерывать это движение дополнительными нотами, которые пойдут из арпеджио. А теперь в темпе. Педаль здесь все время следует за гармонией, но дает мелодии сыграть все чисто. Конфликт этой части между предложениями холодными и предложениями более весенними. В холодном предложении все замерзает, а в весеннем предложении все расцветает. Хорошо бы показать последние три ноты как отдельную интонацию, как такой вопрос. Но будет же еще тепло, есть же у нас еще этот камин. Конечно, есть. И в конце, когда проходит кульминация, когда проходит модуляция,
мы опять показываем последний раз контраст между, казалось бы, уже теплым воздухом в комнате и морозом снаружи. Не стесняйтесь здесь остановиться и показать эту холодную гармонию. Так же, как в первой пьесе детского альбома, в первой пьесе «Времен года» в конце есть колокола, очень похожие на часовой колокольчик. И здесь также это звучит немножко холодно, как будто бы в царстве Снежной Королевы, и как часы, которые бьют, и как звонок в театре, после которого откроется занавес. Мне очень нравится это чувство, и более того, мне очень нравится эту пьесу играть первой среди пьес «Времен года». Я никогда не играю ее отдельно, играю только в компании с чем-то, потому что она действительно звучит как вступление, увертюра, приглашение. Прелюдия я бы не сказал, все-таки жанр совсем другой, гораздо более подробный, как картинка. Скорее такая увертюра к чему? Увертюра ко второму номеру. Который звучит уже действительно как какая-то сцена из оперы или балета. Ну что ж, а эту пьесу мы разберем в следующем видео.